Недавно научный мир потрясла сенсация. Ученые увидели, как на экзопланете К2-18b сияют огни большого города. Правда, это было быстро опровергнуто. Все оказалось слишком вольной интерпретацией световых узоров, которые наблюдал космический телескоп Джеймс Уэбб. Экзопланета, тем не менее, остается ценной для исследователей, ведь на ней обнаружено много диметилсульфида, а это вещество на Земле вырабатывают водоросли. Развитые суперцивилизации, конечно, оставляют намного более сложные следы. Они наверняка должны создать свои мегасооружения, но астрономы почему-то не видят их в небе. Может, потому что эти структуры не укладываются в наши понятия, и мы не можем их даже вообразить. Или высокоразвитые инопланетяне по какой-то причине надежно маскируют свои удивительные конструкции. Ученые давно выдвигают по этому поводу многочисленные версии и в последнее время нащупали в небе реальные зацепки для подтверждения своих гипотез. Давайте как следует поколесим по космосу и посмотрим, что такого невероятного и где могли соорудить продвинутые инопланетяне. Начнем опять же с сияния городов. На экзопланете К2-18b найти его не получилось. Но этот признак развитого мира не стоит полностью списывать со счетов. Астронавты часто по ночам видят с орбиты, как Земля сияет яркими островками городских огней. Исследователи предполагают, что инопланетные цивилизации можно обнаружить по такому же яркому свету. Астрофизик-теоретик Ави Лэб из Гарвардского университета и астроном Эдвин Тернер из Принстонского университета предположили, как такие города будут смотреться из космоса. Для примера они взяли нашу планету. На Земле используется тепловое искусственное освещение, которое обеспечивают лампы накаливания, а также люминесцентные светильники и светодиоды, связанные с квантовыми эффектами. Спектр или сочетание цветов этих видов рукотворного света отличается от аналогичных характеристик естественных источников, таких как вулканы. Для ученых это своего рода фонарные столбы внеземных цивилизаций. Но реально при нынешних технологиях засечь подобные маяки. Исследователи решили проверить это на примере Солнечной системы. Они начали с воображаемого инопланетного мира в поясе Койпера, окраине за пределами планет в 30-50 астрономических единицах от Солнца. Этот невероятно далекий регион, скорее всего, является домом для триллионов или более комет. Ученые подсчитали, что оттуда будут видны огни мегаполиса размером с Токио. Такой густо заселенный и под завязку напичканный различными видами освещения город возможно даже заметить с более далекого расстояния. Стоит поискать его в облаке Оорта, окружающем Солнечную систему, на расстоянии примерно в 100 астрономических единицах от нашей звезды. В этом помогли бы снимки с самым высоким разрешением космических телескопов Хаббл и Джеймс Уэбб. Обсерватории, вероятно, сумеют обнаружить искусственно освещенные объекты во внешней части Солнечной системы. Там, по мнению авторов идеи, могла бы временно поселиться странствующая инопланетная цивилизация. Правда, далеко не все астрофизики верят в эффективность этой идеи. Однако большинство склоняется к мнению, что любую зацепку игнорировать нельзя. По словам астрофизика Макса Тегмарка из Массачусетского технологического института, в облаке Оорта, конечно, не обнаружить ярко освещенный бейсбольный стадион, но какие-то нетипичные огни там поискать стоит. Если же ничего не выйдет, вести охоту на искусственное освещение придется в глубоком космосе, а это намного сложнее. Ближайшая звезда Альфа Центавра находится в 274 тысячах астрономических единиц от Солнца. Как увидеть огни ночного города на планете в обитаемой зоне даже этого относительно недалекого соседнего светила? Чтобы справиться с задачей, потребуется телескоп с оптикой как минимум в 100 раз мощнее, чем у нынешних. Тем не менее, специалисты надеются все выяснить с помощью следующего поколения наземных и космических телескопов. У обсерватории будут специальные фильтры, настроенные на спектры светодиодов и других искусственных источников света. Другая возможность предполагает поиск инопланетных городов вдали от обитаемых зон ближайших светил в их аналогах поясов Койпера.
Эти регионы отражают меньше звездного излучения, поскольку находятся дальше от светил. Любой искусственный свет там будет легче найти. В данном случае астрономы могли бы обнаружить его с помощью нынешних космических телескопов. Впрочем, в этом тщательно выстроенном астрофизиками сценарии есть существенный недостаток. Все будет работать, если инопланетянам, как и нам, необходим ночной свет. Однако не будем забывать, что многие ночные животные на Земле чувствуют себя комфортнее в темноте, чем на свету. Некоторые разумные виды, возможно, тоже предпочитают темные фазы своих планет. Тогда у них не будет залитых светом мегаполисов. Но есть другой, достаточно простой и, казалось бы, беспроигрышный вариант. Когда речь идет о суперцивилизациях, мы прежде всего ассоциируем их с крутыми звездолетами для путешествий по Вселенной. Теоретически это должны быть огромные транспортные средства, однако в масштабах космоса они все равно будут лишь песчинкой. Сможем ли мы рассмотреть ее в далеких галактиках? Ведь там даже наиболее яркие звезды в самые мощные телескопы видны как светящиеся точки. До последнего времени засечь где-то в глубине космоса инопланетный звездолет считалось невозможным, и только сейчас появилась надежда. По мнению ученых, детектор гравитационных волн LIGO способен обнаружить следы такого межзвездного судна. Аппарат уловит рябь в ткани пространства-времени, которую оставил после себя инопланетный космический корабль. К такому выводу после соответствующего исследования пришла группа американских ученых. Как известно, гравитационные волны возникают, когда объекты, имеющие массу, перемещаются в космосе. Более крупные из них, такие как планеты, нейтронные звезды или черные дыры, создают заметные гравитационные волны. Эту рябь ткани пространства-времени впервые обнаружили 7 лет назад, и с тех пор ученые научились находить их намного эффективнее. Авторы исследования считают, что гигантские космические корабли инопланетян, которые перемещаются с очень высокой скоростью, тоже могут создавать рябь в пространстве-времени. Особенно это относится к перемещению звездолетов на варп-двигателях. Такие корабли сжимают перед собой пространство-время, что позволяет практически мгновенно совершать перелеты. Детектор LIGO находит следы подобных передвижений благодаря еле заметным изменениям в пространстве-времени. Однако искривления, которые создают даже самые сильные гравитационные волны, ничтожны. Зачастую их размер не превышает несколько тысячных долей протона или нейтрона. Команда американских ученых рассчитала размеры наименьшего объекта, который может распознать детектор гравитационных волн. Исследования показали, что это транспортное средство должно быть немыслимым гигантом, весом примерно с Юпитер, и при этом двигаться со скоростью не менее 1/10 световой, а также находиться в пределах 326 тысяч световых лет от Земли. Только в данном случае LIGO сможет обнаружить гравитационные волны от объекта. Существуют ли в реальности межзвездные космические корабли, которые отвечают заданным параметрам? Пока ученые не могут дать ответ на этот вопрос. Но если подобные космические суда передвигаются где-то по пространству, у нас есть неплохие шансы их засечь. А новые модернизированные гравитационные детекторы смогут нащупать в небе транспортные средства намного более скромных размеров. Если же инопланетяне используют варп-двигатели, то еще лучше. Тогда вокруг корабля образуются своеобразные гравитационные волны, которые легко отличить от естественных. Все же корабли во Вселенной не самая благоприятная цель для телескопов. Развитые цивилизации, кроме этих средств передвижения, наверняка создают в космосе и стационарные масштабные сооружения. Их, вероятно, легче засечь. Какими могут быть эти сооружения? Можно предположить, что продвинутые инопланетяне смогли построить те из них, которые у нас пока только в планах. Например, возьмем космический лифт. Очень нужная и полезная штука. Это мы видим на примере расчетов специалистов. На данный момент ценник отправки 1 килограмма груза ракетой на орбиту составляет $20 тысяч. То есть придется потратить $1,3 миллиона на доставку человека, 40 миллионов за легковую машину и миллиарды на МКС. После возведения космического лифта отправка 1 килограмма груза на орбиту будет стоить $200.
По некоторым оценкам, сооружение подъемника обойдется в 20 миллиардов. Если цифры корректные, лифт окупится уже после отправки 1 миллиона тонн груза, что равно весу 2 МКС. Недаром эта перспективная конструкция все время всплывает в фантастических литературных произведениях и фильмах. Но возможно ли возвести ее в реальности? В целом специалисты дают положительный ответ. Небесную лестницу можно соорудить из 4 частей: троса, якоря, противовеса и подъемника. И все это очень сложные инженерные задачи. Так, чтобы трос однажды не упал с неба нам на голову, придется поднять лифт к геостационарной орбите Земли, то есть на высоту 35 786 километров над экватором. В этой точке движение любого небесного тела, например, спутника, становится равным скорости вращения планеты. Объект как бы неподвижно зависает над одной точкой земной поверхности, хотя на самом деле продолжает движение вместе с Землей. То же самое произойдет и с тросом нашего лифта. Тросу придется выдержать тяжелые условия: холод, постоянную радиацию, солнечные бури. Есть ли у нас подходящий для этого материал? Специалисты говорят, что сталь или кевлар не отвечают нужным параметрам, а ничего более подходящего на сегодняшний день промышленность не производит. Хотя на горизонте уже маячит очень интересная новинка – графен. Это всего лишь слой углерода толщиной в 1 атом, но по прочности он опережает сталь. К тому же материал невероятно эластичен. Графен, как бумажную салфетку, можно сгибать, сворачивать, растягивать, и никаких повреждений он не получит. Так что, допустим, мы нашли подходящий материал и изготовили из него мощный трос. Его нужно будет прикрепить к надежному якорю на Земле. Очевидно, лучшим местом для этого будет экватор, ведь он немного ближе к геостационарной орбите. Можно сэкономить на длине троса. Его верхний конец надо будет поднять чуть выше геостационарной орбиты и прикрепить к противовесу. Что мы можем для этого использовать? Не стоит ломать голову в поиске чудо-материалов. Подойдет просто камень. Только не земной валун, а астероид. Его придется захватить в небе и перевести на орбиту планеты. Работа требует изменения траектории движения астероида массой на несколько порядков больше существующих космических аппаратов. Вероятно, легче построить в качестве противовеса большую орбитальную станцию и присоединить к ней трос. Это тоже очень непростая инженерная задача, но у нас уже есть опыт создания международных космических станций. Когда трос будет натянут с помощью противовеса, нам останется соорудить надежный подъемник, тоже из чего-то очень прочного. Допустим, что нужный материал найден и кабина изготовлена. Теперь сооружение необходимо запитать, а для этого понадобится много энергии, иначе тяжелые грузы на огромную высоту не поднять. Есть идеи использовать для этого наземный лазер или миниатюрный атомный реактор. Когда ими можно будет запитать сооружение, то подъемник окажется готов к перевозке грузов. Впрочем, еще не совсем. Нам придется еще обеспечить защиту лифта, поскольку ему грозит много опасностей. В пространстве он может столкнуться с искусственными спутниками или, что еще вероятнее, небесным мусором. Безопасность ученые предлагают обеспечить различными методами. Так мусор можно ловить космическими неводами, сбивать с курса с помощью облаков вольфрамовой пыли. Кроме того, необходимо разработать систему защиты от радиации пассажиров при пересечении поясов Ван Аллена, опасного раскачивания лифта, гравитации Земли и Луны, давления частиц солнечного ветра и многого другого. Все эти задачи специалистам еще предстоит решить. Но мы выяснили главное. Теоретически можно построить очень полезный и эффективный космический лифт. Было бы странным для развитой внеземной цивилизации не использовать подобную возможность. Сумеем ли мы найти в небе подобные мегасооружения инопланетян? Ученые считают это крайне сложной задачей. Чтобы достичь результата, здесь потребуется комплексный подход. И сначала надо определить, какие признаки лифта следует искать. Исследователи сошлись во мнении, что стоит прежде всего определить с помощью телескопов необычные структуры, выходящие за пределы экзопланет. Под особое подозрение должны попасть прямолинейные, длинные, тонкие объекты, простирающиеся на большие расстояния. Возможно, их будут соединять
с орбитой аномалии в гравитационном поле. Нужно принимать во внимание и сигналы из космоса, которые не соответствуют известным природным явлениям или технологиям. Вдруг это, к примеру, лазерные лучи, направленные на планету, подходят и повторяющиеся или необычные сигналы. Они могут быть переданы через лифт или являются частью системы связи сооружения. А крупные искусственные объекты на геостационарной или других орбитах небесных тел способны оказаться точками входа-выхода в лифт и из него. К тому же возможны сигналы от небольших, но мощных источников гравитации в районе лифта, связанных с механизмом удержания троса или движения кабины. Иными словами, зацепок хватает. Только трудностей еще больше. Астрономы пытаются добиться результатов прежде всего с помощью тщательного анализа изображений и данных телескопов. При этом большие надежды возлагаются на гравитационные телескопы, которые изучают поля притяжения вокруг планет и выявляют их аномалии. Задачу усложняет то, что инопланетные технологии могут сильно отличаться от наших. Ученые говорят, что здесь необходимо быть готовым к любым неожиданностям. Например, в случае с космическим лифтом развитой цивилизации не обязательно понадобится энергия лазеров или атомных реакторов. Они будут черпать ее из других, поистине космических источников. Что это за невероятные энергетические потоки? Ответ зависит от уровня развития той или иной цивилизации. Мы не знаем, существует ли сообщество продвинутых инопланетян на самом деле, но гипотетические исследователи уже провели их классификацию. Самую популярную теорию еще в 1963 году выдвинул советский ученый Николай Кардашов. В ее основу заложено предположение, что любой цивилизации, вне зависимости от вида ее представителей, их внешности, способов питания и быта, нужна энергия. По мере того, как цивилизация растет и развивается, ее потребность в энергии быстро увеличивается. Это связано с повышением численности населения, уровня жизни и технологий. Ученый подсчитал количество энергии на различных этапах развития сообществ и определил 3 типа цивилизаций. Чем они отличаются друг от друга? Чтобы это узнать, давайте рассмотрим каждый этап отдельно. И начнем не с первого, а с нулевого, поскольку он особенно актуален для Земли. Нулевая цивилизация использует для получения энергии все природные ресурсы своей планеты. Ее представители не могут летать в космос, либо используют для путешествий по ближнему пространству ракеты на химическом топливе. Вам это ничего не напоминает? Да, на данной стадии находимся мы с вами. Цивилизация первого типа производит минимум 10 в 16 степени ватт энергии в секунду. А мы, согласно расчетам экспертов, в настоящее время потребляем 10 в 12 степени ватт. Иными словами, люди прошли 0,73 отрезка пути к цивилизации первого типа. Однако это не означает, что на преодоление оставшегося промежутка потребуется тысячелетия. Все, вероятно, произойдет намного быстрее, ведь использование энергии человечеством быстро растет. Американский физик Митио Каку утверждает, что при нынешних темпах люди достигнут уровня цивилизации первого типа через 100-200 лет. Хотя, чтобы пересечь черту, возможно, нам еще предстоит пройти великую фильтрацию. Звучит несколько тревожно. Действительно, отбор будет очень жестким. По крайней мере, это предполагает теория, которую в 1998 году выдвинул американский ученый Робин Хансен. Исследователи считают, что мы не в состоянии обнаружить инопланетян, поскольку неизвестные науке факторы препятствуют эволюции форм жизни до уровня межгалактической расы. Эти преграды, которые исследователь назвал «великой фильтрацией», могут помешать также развитию человечества. На самом деле, если разобраться в гипотезе Хансена подробнее, никаких космических препятствий типа звездных войн или вселенских катаклизмов страшная фильтрация не предполагает. Мы всего лишь должны не уничтожить себя сами путем разрушительных войн, необратимого пагубного воздействия на экологию, истощения природных ресурсов. И тогда получим большой приз.
цивилизацию первого типа, которую называют планетарной. На этом этапе мы установим контроль над всеми энергетическими ресурсами, доступными на планете. Прежде всего научимся полностью использовать излучение Солнца, которое падает на Землю. Звездная энергия является мощным источником развития жизни для большинства планет, где способны зародиться какие-либо существа. На Землю поступает достаточно такого излучения. Каждую секунду планета получает от Солнца энергию, эквивалентную сотням атомных бомб, и поглощает около 71%. Это примерно 400 Вт на квадратный сантиметр. Можно покрыть всю Землю 140-ваттными лампочками, осветив ее как на Рождество. Конечно, цивилизация первого типа использует излучение более рационально, а прибавив ветряную и гидроэлектростанцию, получает нужные ресурсы для развития технологий. Однако особые возможности ей открывает ядерная энергетика, причем совершенно иная, чем сейчас у нас. Атомные станции на Земле работают на топливе, основанном на ядерном делении. Такой способ имеет низкий коэффициент преобразования энергии, оставляет после себя радиоактивные отходы и сопряжен с высоким риском аварий. Ядерный синтез, который происходит, например, на Солнце, дает безопасную, почти неограниченную энергию. Создав двигатели на термоядерном топливе, мы сумеем отправлять пилотируемые космические аппараты на любую планету Солнечной системы. Но прежде всего, сделаем жизнь на Земле чем-то вроде рая. Мы можем изменить глобальный климат, сделав температуру комфортнее для людей, избавим мир от землетрясений, извержений вулканов. Еще научимся строить удивительные города в океанах и в облаках. Наша медицина наконец-то одолеет рак и многие другие неизлечимые заболевания. Это резко поднимет продолжительность и уровень жизни людей. Однако возможности следующего уровня развития неизмеримо круче. Надо только туда перейти. Цивилизация второго типа или звездная потребляет 10 в 26 степени ватт в секунду. По мнению Николая Кардашова, у человечества есть шанс преодолеть данный барьер через 3200 лет. Тогда мы сможем черпать энергию прямо от Солнца. Есть немало предположений, как это можно сделать, и мы о них еще поговорим. Сейчас остановимся на возможностях, которые энергия звезд откроет перед космическими путешественниками будущего. На этом этапе развития звездолеты будут колесить по пространству на антигравитационных двигателях. Тогда человечество без особых усилий колонизирует Солнечную систему. Долгие перелеты перестанут быть проблемой для астронавтов, поскольку медицина станет регенерировать любую часть тела и еще больше продлит жизнь людей. Такие возможности у нас могут появиться через 5800 лет. И если все будет хорошо, затем нас ждет следующая ступень развития. Цивилизация третьего типа, которую называют галактической. Источники энергии на этом уровне останутся прежними. Но мы будем использовать не только Солнце, а звезды по всей галактике. И еще научимся собирать фотоны из аккреционных дисков черных дыр. Получив 10 в 36 степени киловатт энергии в секунду, сумеем моментально передвигаться по Млечному пути с помощью червоточин. Еще создадим целые расы разумных роботов и киборгов, а затем заселим их в наших галактических колониях. Сами же приблизимся к бессмертию, продолжительность жизни человека поднимется до максимально возможного уровня. Это, по расчетам Кардашова, станет вершиной развития любой цивилизации. Сумеем ли мы на нее подняться? Или вскоре будем похоронены под обломками собственных технологий? Надеемся на лучшее, но это другая история. Наша цель – поиск мегаструктур, которыми должны обладать продвинутые цивилизации, по некоторым подсказкам из системы Николая Кардашова. Здесь на ум прежде всего приходит нечто вроде продвинутых солнечных панелей. Согласно классификации Кардашова, полностью использовать энергию звезды, которая падает на планету, под силу цивилизациям первого типа. Исследователи НАСА решили выяснить, засекут ли телескопы будущего поколения признаки этих сооружений на ближайших экзопланетах с твердой поверхностью, как у Земли. В расчет принимались солнечные панели, изготовленные на основе кремния. Элемент выбрали потому, что его много в космосе. Именно кремний легче всего добыть, а потому он получается дешевле других материалов.
Эксперты американского космического агентства создали модель планеты, покрытой солнечными панелями с различным содержанием кремния. Затем начали ее исследования, тестируя космическую обсерваторию обитаемых миров, которую полностью запустят в 2040-х годах. Сумеет ли она распознать звездные панели инопланетян на расстоянии 30 световых лет? Команда НАСА пришла к выводу, что задача будет по силам телескопу, но с одной оговоркой. Солнечные панели должны покрывать не менее 23% поверхности экзопланеты. Впрочем, и в этом случае работа окажется невероятно долгой и сложной. Чтобы различить подобные панели, телескопу потребуется несколько сотен лет. Более того, исследователи считают такой сценарий маловероятным. Лишь 9% покрытия солнечными панелями поверхности планеты, похожей на Землю, полностью обеспечит энергией 30 миллиардов живых существ. Вряд ли обитатели какого-то мира окажутся более многочисленными. Им не понадобится занимать подобными сооружениями четверть своей территории. Впрочем, ученые все равно не сдаются и планируют создать еще более 100 тысяч симуляций, чтобы полностью прояснить этот вопрос. Другое дело, если цивилизация ушла в своем развитии неизмеримо дальше земной и способна черпать энергию прямо в космосе. По классификации Кардашова это под силу сообществам инопланетян второго типа. Вместо масштабных солнечных панелей они будут использовать какие-то более совершенные методы. Здесь всплывает знаменитая сфера Дайсона, и в нашем виртуальном путешествии мы не можем облететь ее стороной. Астрономы давно усиленно ищут в небе это гипотетическое сооружение, постепенно наполняя его невероятными наблюдениями и теориями. Так что без сюрпризов наш поиск не обойдется. А началось все с публикации сенсационной статьи американским физиком-теоретиком Фрименом Дайсоном в 1960 году. В своей работе ученый утверждал, что высоко развитые цивилизации могут сооружать целые сферы на расстоянии около 2 астрономических единиц от звезд. С помощью них инопланетяне собирают излучение, производят из него энергию и используют для своих нужд. По расчетам Дайсона, сфера должна полностью скрывать звезду от внешнего наблюдателя. Правда, при этом сама она сильно нагревается. Для астрономов это настоящий подарок. За счет высокой температуры сферу Дайсона не удастся полностью скрыть от наших телескопов. Обсерватории должны засечь отраженное излучение звезды в глубоком инфракрасном или микроволновом спектрах. Уже не раз научный мир потрясала очередная сенсационная новость о том, что сфера Дайсона наконец-то найдена. Одно время астрономы подозревали, что она окутывает один из компонентов двойной звезды Таби из созвездия Лебедя, которая вращается в 1470 световых годах от нас. Система состоит из более крупного ярко-желто-белого и маленького красного карликов. Основное светило периодически теряет яркость на 22%, а потом вновь ее возвращает. В связи с этим возникла версия, что продвинутая цивилизация качает энергию Таби с помощью сферы Дайсона. Хотя есть и другие объяснения. Эффект временного затемнения может давать облако из пыли, обломков вокруг звезды или множество комет с неправильными траекториями. Поскольку серьезных подтверждений теории о сфере Дайсона до сих пор не получено, ни одну идею о вспышках и затухании загадочной звезды нельзя сбрасывать со счетов. Тем временем ученые нашли еще 20 звезд, которые следуют примеру Таби. А совсем недавно международная команда астрономов расширила эту кампанию любительниц подобной игры со светом. В рамках проекта Гефест ученые искали звезды с избыточным инфракрасным излучением, что может свидетельствовать о наличии вокруг них сфер Дайсона. Особенно важно было отличить искусственные объекты от природных, которые также излучают в инфракрасном спектре. После сложной фильтрации миллионов претендентов команда идентифицировала 7 потенциальных сфер Дайсона. Однако эти кандидаты нуждаются в дальнейшем анализе, чтобы точнее определить их природу. И не все ученые поддерживают идею, что здесь замешаны мегаструктуры инопланетян. Авторы новой статьи считают, что вокруг 7 звезд, скорее всего, нет сфер Дайсона. Да и вообще это не звезды, а так называемые галактики-хот-доги, очень горячие и плотно набитые пылью.
Вполне вероятно, что в их центрах находятся квазары, которые выпускают огромное количество излучения, но на его пути встают раскаленные пылевые облака, которые скрывают большую часть света за исключением инфракрасного. Тем временем международная команда астрономов из Китайского национального университета Цинхуа сделала насчет сфер Дайсона еще более смелое предположение. Ученые высказали гипотезу, что высоко развитые цивилизации способны использовать подобные мегасооружения вокруг черных дыр. Возможно, удастся обнаружить исходящее от их конструкции тепло в широком диапазоне длин волн. Ученые взяли для примера сферу Дайсона вокруг черной дыры звездной массы, простирающейся на 30 тысяч световых лет. Исследователи уверены, что такое сооружение можно засечь в ультрафиолетовом, оптическом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Члены Королевского астрономического сообщества Великобритании также присоединились к мнению, что ни в коем случае не следует упускать из внимания черные дыры. Цивилизации второго-третьего типа должны приручить этих гравитационных монстров, несмотря на их дурную славу. Ученые выдвинули гипотезу, что наиболее развитые внеземные расы смогут использовать дыры вместо электростанций. Монстры способны излучать в 100 тысяч раз больше энергии, чем звезды, подобные нашему Солнцу. Представляете, сколько межзвездных и даже межгалактических предприятий они способны питать энергией? Если создать нужное оборудование, ее можно практически бесконечно черпать из аккреционного диска дыры. Она наполнена материей, которая безумно раскалена в результате быстрого вращения вокруг горизонта событий монстра. Авторы исследования предположили, что эта повторно излучаемая энергия будет отличаться своим особым спектром, и ее смогут различить земные обсерватории. В настоящее время исследователи разрабатывают алгоритмы для поиска подобных сигнатур среди данных телескопов. Неисчерпаемый источник энергии наверняка даст возможность цивилизациям добывать природные ресурсы не в местах своего проживания, а прямо в космосе. Инопланетянам, как и людям, конечно, нужны минералы и металлы, включая очень редкие и драгоценные. Чтобы найти в космосе мегапроизводство самых развитых цивилизаций, их прежде всего надо хотя бы теоретически представить. На сегодняшний день ученые рисуют следующую картину. Высокотехнологичным расам, по их мнению, не обязательно переворачивать внутренности каких-то экзопланет. Гораздо эффективнее и проще добыча полезных ископаемых, скажем, на астероидах. Даже на Земле уже готовят подобные проекты. Астероиды только на первый взгляд просто гигантские камни. На самом деле они скрывают кремний, платину, палладий, никель, воду, которые можно разложить на водород и кислород для производства ракетного топлива. Эти ископаемые бесценны с точки зрения астрофизиков. А в представлении обычных людей самый большой ценник скорее стоит на золоте. Однако специалисты значительно чаще вспоминают платину, которая, во-первых, дороже, а во-вторых, ее присутствие на астероидах более точно доказано. Например, в 2015 году мимо Земли пролетел 2011 UW-158, в котором содержалось этого металла примерно на 5,4 миллиарда долларов. Еще ценнее редкие металлы, такие как родий. Он почти в 7 раз дороже платины, в мизерных количествах содержится на Земле, хотя нередко прячется внутри астероидов. Но пальму первенства ученые отдают обычной воде. На большинстве небесных тел H2O настоящая редкость, и ледяные астероиды, которых полно на окраине Солнечной системы, могут принести разработчикам безмерное богатство. Развитая цивилизация, скорее всего, воспользовалась бы всеми подобными возможностями. По мнению некоторых исследователей, следы ее деятельности мы можем обнаружить. Возьмем гипотетическую звезду, которую окружает пояс астероидов, подобный солнечному. Все они когда-то образовались из одного облака межзвездной пыли, потому ученые могут предсказать химический состав каждого из объектов. Для этого следует изучить свет звезд с помощью спектроскопии. Отдельные химические элементы будут показывать различные спектральные линии. Считав информацию о составе звезд, его нужно сравнить с аналогичными характеристиками пояса астероидов.
И если в спектре камней отсутствует несколько химических элементов, которые там должны быть, стоит насторожиться. Возможно, внесолнечный пояс астероидов основательно перелопатила какая-то высоко развитая цивилизация, обогатившись ресурсами. Нужно, кроме того, более тщательно проанализировать размер многочисленных астероидов в поясе какой-то экзопланеты. Если окажется, что некие объекты не соответствуют ожидаемым параметрам, это повод присмотреться к ним внимательнее. Надо также учесть еще один момент. Инопланетяне, вероятно, станут вести добычу на крупных астероидах. В результате разработок некоторые из них расколятся на куски, увеличивая в поясе количество более мелких тел. Астрофизики могут рассчитать приблизительное распределение их размеров, учитывая давление, излучение и баланс гравитации. К тому же промышленная добыча создаст в поясе астероидов необычное распределение температур, так как механический процесс значительно нагреет пыль. Современные приборы способны уловить подобные температурные качели, что станет признаком действий некой технологической расы. Хотя тут тоже есть свои ограничения. Сейчас все эти следы можно засечь, если проводится чрезвычайно масштабная добыча сырьевых ресурсов. Однако телескопы будущего поколения, как ожидается, будут улавливать и признаки менее значительных работ. А по самым смелым предположениям, ждать усовершенствования телескопов вообще не придется. Никакие мегасооружения или транспортные средства суперцивилизации искать не надо. И совсем не потому, что они перестали быть нам интересны. Просто некоторые из этих объектов мы уже видели совсем рядом. Один из них — загадочное небесное тело Оumuamua, пролетевшее через Солнечную систему в 2017 году. Странная сигарообразная форма и аномально высокая скорость объекта позволили ученым выдвинуть гипотезу о его внесолнечном происхождении. Астрофизик из Гарварда Ави Лэб и здесь удивил неординарным взглядом на этот визит. Он полагает, что нас посетил корабль чужой цивилизации. Высокоразвитые инопланетяне отправили его в Солнечную систему, поскольку обнаружили признаки жизни на Земле. И это еще не все. Второй предполагаемый инопланетный зонд, или по официальной версии комета 2I Борисов, пролетела недалеко от нас в 2019 году. Астрономическое сообщество в целом не поддерживает эту идею, однако ясно, что межзвездные объекты нужно пристально изучать. Для этого в НАСА хотят построить специальный перехватчик, способный терпеливо ждать нужную цель на дальней околоземной орбите. Как только астрономы обнаружат приближающийся межзвездный объект, зонд начнет действовать. Он быстро отправится на перехват пришельца. Лучшим местом для дислокации такого зонда, по мнению исследователей, будет одна из точек Лагранжа. В этой области пространства гравитационное притяжение двух крупных масс, в данном случае Земли и Солнца, почти компенсируют друг друга. Это позволяет небольшим объектам, таким как спутники или астероиды, оставаться относительно неподвижными в одном положении. В подобных условиях зонду будет легче контролировать широкий диапазон потенциальных траекторий межзвездных объектов. Астрономы уже сейчас подозревают, что каждый год множество их проходят через Солнечную систему незамеченными. Авторы нового исследования предсказали, что после введения новых технологий удастся ежегодно обнаруживать до десятка подобных гостей. И с 95% вероятностью удастся зафиксировать и изучить объект, подобный Оumuamua, в течение следующего десятилетия. Отчасти их идею подтвердил новый таинственный пришелец. В Солнечную систему пожаловал еще один таинственный межзвездный объект – 3I Atlas, летящий к нашей звезде со скоростью более 210 тысяч км в час. По предварительным данным, он также является кометой. Размер космического бродяги пока остается загадкой. Если бы речь шла о каменном астероиде, его диаметр составлял бы около 19 километров. Это больше Манхэттена. Однако точные размеры 3I Atlas, если он является кометой, определить очень сложно. За ним тянется облако газа и пыли в виде запятой, образованное воздействием солнечного тепла. Венчает эту запятую хвост огромных размеров. Он пока окончательно не измерен, однако, например, хвост кометы 2I Борисов в
14 раз превышал размер Земли. Интригу добавляет возраст межзвездного скитальца. Компьютерная модель, имитирующая место происхождения планеты, показала, что она может быть на 3 миллиарда лет старше Солнечной системы. Это потенциально делает его самой старой из когда-либо наблюдавшихся комет. А может, все не так? Что если объект имеет искусственное происхождение и принадлежит инопланетянам? Автор этой невероятной гипотезы все тот же астрофизик из Гарварда Ави Лэб. Ученый считает, что 3I Atlas — искусственный разведывательный зонд внеземной цивилизации. Но существуют ли доводы в пользу этой идеи? Астрофизик дает положительный ответ. Прежде всего, объект движется значительно быстрее, чем Оumuamua и комета 2I Борисов. Важно и то, что он вошел в Солнечную систему под другим углом, чем его предшественники. Эта траектория, по словам Лэба, дает космическому гостю возможность для скрытого наблюдения за Землей. К тому же 3I Atlas будет скрыт на противоположной от Земли стороне Солнца, когда он приблизится к звезде в конце октября 2025 года. Ави Лэб считает, что это может быть сделано намеренно, с целью избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов. И еще в такой слепой для нас зоне легче тайно провести маневры, чтобы не раскрыть истинную природу объекта. Астрофизик предупредил, что эта подозрительная активность может свидетельствовать о вероятности нападения на Землю инопланетян в ноябре. Он призывает срочно принять защитные меры. Однако это практически невыполнимо. Проблема заключается в том, что 3I Atlas движется слишком быстро, чтобы космический корабль его перехватил и обезвредил. Да и в астрономическом сообществе всерьез не приняли эту версию, похожую на драматический эпизод из «Звездных войн». Ученые считают, что есть все нужные доказательства кометного происхождения 3I Atlas. А космический корабль инопланетян — это слишком бездоказательная и вольная трактовка известных исследований. В целом же с цивилизациями первого-третьего типов ученые, похоже, теоретически более или менее разобрались. По крайней мере, уже есть видение, какие мегаструктуры развитых инопланетян следует искать во Вселенной. На этом наше путешествие можно было бы закончить, однако встает еще один важный вопрос. Построили высшие существа сферы Дайсона, научились качать энергию черных дыр, добывать полезные ископаемые прямо в космосе. Это круто, но что дальше? Достигнув 3-го уровня, цивилизации не могут постоянно там оставаться. Природа устроена иначе. Инопланетяне либо постепенно деградируют и погибнут, либо поднимутся на более высокую ступень. В связи с этим некоторые ученые не считают 3-й уровень пределом. Они разработали дальнейшую шкалу развития рас. Цивилизация типа 4 получит доступ к энергии всей Вселенной, которая может дать 10 в 45-й степени ватт в секунду. Те, кто преодолеет этот барьер, получат возможность использовать силу сверхновых. По мнению ученых, звезды взрываются в одной галактике примерно раз в 40 лет и выделяют колоссальное количество энергии. На 4-м уровне, как предполагается, цивилизация также использует темную энергию. Ее запасы, вероятно, просто неисчерпаемы. Они дадут возможность путешествовать по далеким мирам и даже создавать себе жилье внутри сверхмассивных черных дыр. Цивилизация 4-го типа, если мы до нее доберемся, также расширит возможности человека, позволив извлекать из тела сознание. Люди достигнут настоящего бессмертия. Так что время и расстояние перестанут быть для них преградой. На данной ступени развития цивилизации освоят странные для сегодняшней науки законы физики и неизвестные источники энергии. Благодаря этому они смогут собирать планеты в новые системы, переставлять галактики и навсегда тушить звезды. Есть даже версия, что цивилизация 4-го типа способна создавать нулевые цивилизации. Так появился и наш мир. Боги в земных мифах и легендах на самом деле являются существами из цивилизации 4-го уровня. Но тем не менее, это еще не всемогущее и не всеведущее сообщество. Оно только подходит к осознанию, что Вселенная в мире не одна. Тип 5 покорит другие Вселенные, используя их как практически неисчерпаемый источник энергии.
В этой роли, вероятно, могут выступать белые дыры, которые считаются антиподами черных дыр. По некоторым подсчетам, они примерно в 14 миллион раз богаче энергией, чем галактики. Наука, кроме того, на этом уровне начнет активно изучать таинственные высшие измерения, а их освоение позволит подняться на ступеньку выше. Цивилизация шестого типа станет многомерной. Если мы с вами каким-то образом попадем в четвертое измерение, наше трехмерное тело сразу будет уничтожено. Но нашим потомкам, поднявшимся до цивилизации шестого типа, это будет не страшно. Они давно научатся сохранять себя как чистое сознание, не обращая внимания на тело. Тогда люди смогут перемещаться быстрее скорости света, путешествовать назад и вперед во времени, преодолевать причинно-следственные ограничения. Существ данного уровня развития можно назвать сверхбогами, действительно всеведущими и всемогущими. И дальше двигаться уже точно некуда, хотя можно представить, что до вершины пирамиды остается еще одна ступень. Цивилизация седьмого типа или омега. Уровень творцов всех законов природы, материи, энергии, пространства, времени и измерений. Ею правят даже не боги, а создатели богов. Мы не можем до конца представить, на что похожа жизнь цивилизации седьмого типа. В этом непостижимом мире царят совершенно иные физические законы. Если бы мы их даже узнали, то не в состоянии были бы понять. Гипотетически нам понадобится не менее 10 дециллионов лет, чтобы стать цивилизацией высшего типа. Или даже мы никогда не поднимемся до седьмого уровня, потому что на самом деле это не сообщество каких-то существ, а само бытие. И мы, конечно, не сможем обнаружить мир создателей богов, либо напрямую с ним соприкоснуться. Но все же человечество надеется на вечное развитие. Только даже на самом верху жизнь наверняка не будет полностью безоблачной, без борьбы и разочарований. В этот период человечество может столкнуться со множеством экзистенциальных проблем. И если люди достигнут максимального развития, тогда какую цель будут преследовать дальше, уже подчинив себе все на свете? Возможно, когда-то об этом нам расскажут представители цивилизаций более высокого уровня. Так что пока просто продолжаем их поиск. Недавно выдвинуто предположение, что цивилизации третьего типа могут скрываться в гигантских космических войдах, природа которых до конца еще не изучена. Особенно внимание исследователей привлекла сверхпустота Волопаса, почти полностью лишенная звезд и галактик. Диаметр этой космической пустоши составляет 330 миллионов световых лет, что равно примерно 0,27% диаметра наблюдаемой Вселенной. Ученые думают, что войд мог возникнуть в результате деятельности цивилизации третьего типа. Какое-то инопланетное сообщество одну за другой затемняло целые галактики, покрывая их звезды сферами Дайсона для сбора энергии. Исследователи надеются, что в ближайшем будущем земные технологии позволят проверить эту гипотезу, а также множество других интересных идей.